Посмотрите на эту пачку чая. Внутри ровно 100 грамм чая. 95 копеек за пачку, первый сорт. Все люди делятся на две части. Одни сейчас вспомнили вкус, вспомнили, как доставали этот чай, как его пили. А для второй половины человечества уточним, что это знаменитый, легендарный советский бренд чая, так называемый чай со слоном. В какой-то момент его пила вся страна, если удавалось достать, конечно. В Советском Союзе он заслуженно считался лучшим и самым вкусным. Но когда мы только начинали готовить этот выпуск, то обнаружили, что известно о нем удивительно мало, а многое из известного — это вообще слухи и мифы. Так что сегодня попробуем ответить на главные вопросы. Например, откуда в Советском Союзе индийский чай? Почему не китайский, например? Причем тут Никита Хрущев, Индира Ганди и Джавахарлал Неру? И был ли этот индийский чай действительно индийским? На последний вопрос ответим сразу. Был, но частично. Как такое может быть и как это получилось, расскажем дальше. В 1957 году Советский Союз посетил будущий нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес. В очерке «СССР 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы», написанном по итогам этой поездки, он сообщает: советские люди, к сожалению, не пьют кофе и завершают трапезу чашкой чая. Они пьют его в любое время дня. В лучших отелях Москвы подают китайский чай такого поэтического свойства и с таким тонким ароматом, что хочется вылить его себе на голову. Фиксируем, в 59-м чай еще китайский, никакого слона не замечено. Россия всегда была чайной страной, а не кофейной, и чай здесь всегда пили именно китайский. Логистика не оставляла другого выбора. С Китаем была общая граница, и чай везли по суше, караванами. Но к середине 19 века произошло две важные перемены. Во-первых, англичане догадались, что чай можно выращивать в Индии. Сначала плантации появились в регионе Ассам, затем на острове Цейлон, который тогда тоже принадлежал Британской империи. Второй момент. В 1869 году заработал Суэцкий канал, то есть появилась возможность относительно быстро и дешево доставлять урожай этих индийских плантаций в Европу. До революции индийский чай в России не успел вытеснить китайский, но серьезно его подвинул. Считается, что чаеторговец Высоцкий, державший более 30% российского чайного рынка, разбогател как раз на сотрудничестве с англичанами и на выгодной торговле более дешевым индийским чаем. В начале 1910-х Российская империя импортировала 90 тысяч тонн чая в год. У крупных отечественных фирм были свои представительства в Китае, а иногда и собственные фактории. В Чакле, сейчас это Грузия, работала первая по-настоящему успешная чайная плантация на территории империи. Но это был государственный пилотный проект. Интересно, что и сорта, и технологии там были цейлонские, китайские, с которыми экспериментировали частные фирмы, приживались хуже. Ходили разговоры о введении пошлин на иностранный чай, чтобы поддержать импортозамещение, но до этого дело не дошло. В любом случае, чая на дореволюционных складах было столько, что их хватило на первые несколько лет после революции. Старые чаеторговые фирмы первое время работали беспрепятственно и относительно спокойно зарабатывали деньги. Ходила крамольная поговорка: чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого. В 1918 году появился Центральный чайный комитет, имевший чрезвычайные полномочия по вопросам снабжения чаем. И так чайный бизнес начали постепенно национализировать. Советская власть хорошо понимала стратегическое значение чая. Во-первых, сами вожди революции между кофе и чаем безоговорочно выбирали чай. Во-вторых, как сказал по этому поводу другой политический деятель другой переломной эпохи, чай, сахар есть уже хорошо. К концу 20-х обстановка стабилизировалась и началось активное развитие собственного советского чаеводства в Грузии, Азербайджане и Краснодарском крае. Советский чай даже начал идти на экспорт, причем не только в страны Восточного блока, но в Финляндию или, например, в Иран. К 60-м в стране производилось примерно 40 тысяч тонн чая в год. Но импорт чая из Китая и Индии не прекращался. Почему? С этими 40 тысячами существовали некоторые проблемы. Дело в том, что в 60-х годах из-за многократного увеличения производства чаеводам пришлось от ручного сбора перейти к машинному. Это было эффективно и экономически, конечно, оправдано. Но машина, в отличие от человека, работала грубо. Вместе с листьями в чай попадали мелкие обломанные ветки, черенки, чайная пыль, и так далее. Отсюда народные названия плохого советского чая: веник и дрова. Это все
вполне можно было заваривать и пить, но вкус получался так себе. Такой чай стал главным напитком заводских столовых и дешевых чайных по всей стране и был совершенно доступен. Но хотелось большего, и тут на помощь пришла дружественная Индия. Как индийский чай вообще попал в Советский Союз? Тут надо сказать пару слов о международной политике. После Второй мировой СССР стал главным другом коммунистического Китая и, среди прочего, подарил режиму Мао Цзэдуна автопром и помог с ядерной программой, а также отдал отвоеванную у японцев Манчжурию. Была даже популярная песня со словами «Русский с китайцем, братья навек». Но отношения с китайцами постепенно портились, и в 1969 году дошло дело до открытого военного конфликта на острове Даманский. Из ближайшего союзника КНР превратилась в одного из главных потенциальных противников. А вот отношения с Индией, наоборот, становились все лучше и лучше. Еще в 1955 году Москву с визитом на высшем уровне посетил Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии. Его сопровождала дочь Индира Ганди. Их встречали торжественно. Из Внуково до Кремля гости ехали в открытом лимузине мимо толп ликующего советского народа. В том же 1955 в ноябре Хрущев в ответ съездил в Индию. На тот момент это тоже было эпохальное событие. Независимую Индию впервые посещал мировой лидер такого уровня. На торжественном митинге в индийском Бангалоре Никита Сергеевич произнес фразу, которая стала настоящим советским мемом. «Хинди Руси бхай-бхай». В переводе «индийцы и русские братья». Навек или нет, на всякий случай не уточнялось. Но отношения действительно получились продуктивные. Так что, когда китайский чай стал недоступен, вопрос, к кому идти за заменой, был решен. Считается, что на пике Советский Союз закупал в Индии от 70 до 100 тысяч тонн чая в год, до трети всего чайного экспорта страны. В ответ Советский Союз поставлял в Индию промышленное оборудование. Про это уже в брежневские времена ходил обидный и не совсем справедливый анекдот. Якобы однажды Брежнев приехал в Индию, ему накрыли богатый стол, а он ест и приговаривает: «Спасибо за чай, спасибо за чай». Наконец он спрашивает: «Ну, чай понятно, а остальное-то как?» На что Леонид Ильич отвечает: «А остальное у вас наше, советское». Любопытно, что сначала индийский чай на советских фабриках фасовали в упаковку от чая грузинского, но потом сообразили, что под него надо делать отдельный бренд. Так и появился чай со слоном. Официально он так никогда не назывался. Он был просто чай индийский байховый первого сорта и чай индийский высшего сорта. Дизайн легендарной упаковки разработан был в 1967 году на московской чайной фабрике имени Ленина, одной из старейших в России. В 1972 была расфасована первая пачка индийского чая с этой этикеткой. Расфасована она была в Иркутске, где находилось главное производство. Вообще чай со слоном фасовали по всей стране. В Рязани, Одессе, Уфе. От фабрики к фабрике упаковка могла варьироваться. Где-то слон был с наездником, где-то без, где-то отличался цвет. Эта разница никак не объяснялась, поэтому в народе возникли легенды. Якобы настоящий чистый индийский кладут только в те пачки, на которых хобот у слона поднят. Еще была такая версия: в квадратных пачках чай якобы качественнее, чем в вытянутых. Ну, раскроем древнюю тайну. Ни там чистого индийского на самом деле не было. Для экономии он всегда шел в смеси с грузинским и цейлонским. Кто-то упоминает еще мадагаскарский. Пропорции называют тоже разные, но считается, что в пачках первого сорта индийского было около 15%, а в пачках высшего сорта треть. Криминального в этом ничего нет. Это то, что сейчас называется купаж и продается как масс-маркет в любом магазине. Но это сейчас. А тогда на фоне веников и дров слон воспринимался как настоящая роскошь. К тому же на бренд работал ореол волшебной сказочной Индии. Советский человек и так с огромным интересом относился ко всему иностранному, а тут еще постарались художники. Одного взгляда на пачку с минаретами и погонщиком в челме хватало, чтобы понять: тут происходит что-то магическое. Кроме этикетки, бренду помогала, как сейчас сказали бы, эксклюзивность. Проще говоря, индийский чай было не всегда легко достать. Крупные партии расходились через номенклатурные распределители, попадали в продуктовые наборы для чиновников средней руки и передовиков производства. Оставшиеся выбрасывались на прилавки известных столичных универмагов – ГУМа, Елисеевского и так далее. И там это вызывало ажиотаж, длинные очереди и ограничения по принципу только 2 пачки в одни руки. Случалось по-разному, но в целом добыть пачку со слоном было таким же приключением, как достать билет в театр или купить популярный
популярную книгу. В системе советской торговли чай со слоном занимал уникальное положение. С одной стороны, это был дефицитный товар. С другой, это был, наверное, самый дешевый и самый доступный из дефицитных товаров. 100-граммовая пачка первого сорта стоила 95 копеек. Это было сравнимо с самым популярным грузинским чаем номер 36 и дороже краснодарского, который считался лучшим из отечественных. Такая же 100-граммовая пачка высшего сорта обходилась уже в 2 рубля. Чем отличались сорта? Ну тут все просто. В Советском Союзе есть ГОСТ. Читаем. Высший сорт, нежный аромат, приятный с терпкостью вкус. Настой яркий, прозрачный. Первый сорт. Достаточно нежный аромат, средней терпкости вкус, настой недостаточно яркий. На советских чаеразвесочных фабриках существовали специальные должности для людей, которые должны были определять нежность аромата и прозрачность настоя. Такие чайные сомелье на английский манер назывались tea-тестерами. По факту, конечно, даже у слона качество было когда как, что компенсировалось народной мудростью, выраженной в анекдоте про «кладите больше заварки». Ходила даже байка, что на качество чая со слоном повлияли заключенные одной из множества иркутских зон, где слон наряду с сигаретами ходил как средство взаиморасчета. Якобы состав чая однажды поменяли, уменьшив крепость. Но из мест заключений пришло возмущенное коллективное письмо от местных авторитетов, и старую рецептуру вернули. Ну, скорее всего, это такая же городская легенда, как и про хобот, но очень показательная. Слон пользовался всенародной любовью и уважением. Чем сильнее обострялся дефицит, тем меньше индийского чая оставалось в открытой продаже. Нефть дешевела, валютные доходы Советского Союза падали, и увеличивать закупки за рубежом было уже невозможно. На иркутской фабрике начались перебои с сырьем. Дефицитную пачку доставали к праздникам или к приходу дорогих гостей и заваривали по нескольку раз. Она считалась хорошим подарком или уместной компенсацией за небольшую услугу. Ну, там, врачу, например, можно было подарить. В позднем Советском Союзе в эпоху дефицита пачка слона была такой же твердой валютой, как другая универсальная ценность – бутылка водки. Ходила даже шутка, что скоро вся водка будет сдана в специальный водочный банк, а расплачиваться можно будет купюрами, которые обеспечены ей как золотом. То же самое в полной мере относилось и к слону. В этом бутылочно-чайном эквиваленте происходили многие бытовые расчеты советской теневой экономики. В 90-е после распада СССР чайное производство в России пришло в упадок. Оригинальная рецептура была утрачена. На некоторое время слон отступил под давлением моды на все западное. Но быстро вернулся на волне ностальгии. За права на торговую марку уже в 2000 году развернулась ожесточенная борьба. В самом слоне, будем честны, не было ничего необычного. Это просто приличный чай без веток. Точно такой же недорогой купаж легко можно найти в ближайшем магазине. Желающие поставить эксперимент на себе могут поискать антикварную, невскрытую пачку на маркетплейсах. Иногда они там попадаются. Кстати, сама упаковка тоже ценится среди коллекционеров. За некоторыми вариантами, например, за слоном в зеленом цвете, устраивается настоящая охота. Но дело здесь, конечно, вообще не во вкусе. Чай со слоном оказался одним из самых живучих советских брендов и при этом безоговорочно позитивным. Причина тут, наверное, проста. С индийским чаем у людей, как правило, связаны лучшие эпизоды их жизни. Домашний уют, долгие вдумчивые разговоры за чашкой, семейные праздники. А вкус? Ну что вкус? Чай и чай. Есть уже хорошо. А вот воспоминания — совсем другое дело.